Очень интересно в особенности для мужчин, но думаю, женщины останутся не менее довольны. Гиподинамия – болезнь 21 века, которая может рушить наши семьи. Я покажу 5 упражнений, которые повысят вашу потенцию и либидо. Когда женщина начинает улучшать кровоснабжение органов малого таза, получается забеременеть. Друзья, всем привет! Четверг вечер. Меня зовут Максим Мамчур. Мы, как всегда, встречаемся на канале Здоровый Рух. И о чем я сегодня хотел вас поблагодарить. Друзья, у нас больше уже 100 тысяч подписчиков, и нам наконец-то пришла серебряная кнопка. Друзья, я искренне рад и благодарен вашей поддержке. Хочу сказать, что когда я начинал вести канал год назад, я даже и представить себе не мог, что за год у нас получится в нашем комьюнити 100 тысяч подписчиков. Я рад, что действительно вам помогает, я рад, что действительно я полезен для общества. Я надеюсь, я более чем надеюсь, я уверен, что дальше будет контент еще интереснее. Если бы вы хотели рассмотреть какую-то индивидуальную тему, напишите в комментариях внизу, и мы обязательно ее рассмотрим. Также мы хотим добавить некий формат интервью с топ-специалистами нашей страны, нашего города. Если есть какие-то доктора, специалисты, узколокальные специалисты, которые вам были бы интересны, также можете написать у нас в комментариях. А сегодняшняя тема нашего видео будет очень интересно в особенности для мужчин, но думаю, женщины останутся не менее довольны. И звучит она следующим образом. Я покажу 5 упражнений, которые повысят вашу потенцию и либидо. Поехали! Девушки сейчас подумали, наверняка это видео более интересно для мужчин. Но расскажу несколько фактов, друзья. 21 век. Сидячий образ жизни. Дом, машина, офис, дом. Движение минимизировано. Происходит регулярный хронический застой в органах малого таза. Казалось бы, смешно, но да, гиподинамия – это болезнь 21 века, которая может рушить наши семьи. Очень интересные вещи. Часто к нам приходят пациенты, мужчины, которые длительное время проходят лечение у урологов, которое фактически не дает никакого результата. И как только мы начинаем выполнять правильные упражнения на органы малого таза, на улучшение кровообращения мышц малого таза, мужчины чувствуют себя лучше. Что касательно женщин, неоднократно на своих консультациях я слышу жалобы на то, что женщина не может забеременеть. Делают ЭКО, обращаются ко всем возможным специалистам, которые только возможно. И по факту, когда женщина начинает улучшать кровоснабжение органов малого таза, получается забеременеть. Приступим к упражнениям. Итак, как я сказал выше, основной проблемой является ухудшение кровообращения органов малого таза. Сейчас я покажу 5 упражнений, которыми вы можете пользоваться постоянно. Также, кстати, друзья, у нас есть марафон, который называется «Марафон здоровой спины». 14 дней, каждый день выходит новый выпуск упражнений для позвоночника. Почему я на нем акцентирую внимание? Потому что там включены упражнения, которые влияют на нижнюю часть спины, на органы малого таза и, соответственно, на вашу потенцию. Кому будет интересно, ссылку оставлю внизу, можно принять участие. Итак, друзья, упражнение номер 1. Простое, разогревающее. Ноги, руки находятся в исходном ровном положении. С чего мы начинаем? Подтянул левое колено к себе,
отвел в сторону, сделал круговое движение. Раз, круговое. 2, круговое. 3, круговое. 15-20 раз сделали, и точно так же я делаю в другую сторону. Раз, 2, 3, 4 и так до 15. То же самое вторая нога. Во внешнюю сторону. 2, 3, 4, 15. И точно так же во внутреннюю сторону. Амплитуду я делаю максимальную, то есть максимально раскручиваю ноги в тазобедренном суставе. И каждое движение я чувствую, какая мышца у меня включается. Вот я когда тяну, я чувствую, у меня включаются мышцы, которые находятся вот здесь, вот места крепления вот здесь вот. Раз, к себе внутренняя часть крепления, выровнял. Раз, максимально широко растянул внутреннюю часть бедра, растянулась. К себе вот здесь вот у меня сократилась, выровнял. На каждую ногу не меньше 15 раз. Чувствуете, можете еще. Уверенно добавляйте. Второе упражнение. Мы поработаем на приводящую группу, которая максимально насыщает малый таз кровью. Ложимся на живот. Руки можно под голову. Ноги широко, носочки от себя. И на выдохе начинаем сводить просто 2 ноги. Раз, вперед ягодицы я свел. То есть они у меня, когда я сжимаю ноги, они у меня максимально напряжены. 2 расслабил. Раз, 2. Раз, 2. Максимально широко постарался открыть ноги, сомкнуть. Ягодицы сжимая. Раз, 2. Раз, 2. Раз, 2. Друзья, данное упражнение мы выполняем минимум 50 повторений. В конце мы должны почувствовать жжение в ягодичных мышцах, а также в некоторой степени во внутренней части нашего бедра. Итак, третье упражнение. Мы задействуем с вами ягодичную мышцу. Ягодица – очень большой массив мышц, который проталкивает кровь с нижних конечностей и поднимает ее выше. Что мы делаем? Мы становимся на четвереньки, впереди на локти, спину максимально округляю и вверх поднял напряжение в ягодице, опустил. Раз, опустил. 2, опустил. Что нужно исключить? Нужно исключить прогиб в поясничном отделе. То есть, если у нас будет прогиб в поясничном отделе, будет работать и перенапрягаться поясница, а ягодица в это время работать не будет. То есть, мы будем только усугублять наше состояние. Поэтому прогнул спину. Раз, в исходной. 2. Также 30, можно 50, в зависимости от вашей физической подготовки, повторений. Друзья, и 2 супер важных упражнения. Ноги у нас остаются ровные, руки под голову. Сгибаю 2 ноги в коленях, колени смыкаю вместе. Максимально я раскрыл ноги, то есть стопы развел. И максимально свел, надавил стопа на стопу. Ягодицы у меня сокращаются. Максимальное разведение. Сведение, ягодицы сжимаю. Давлю стопа на стопу. Раз. Давлю. 2.
давлю, 3, давлю, 4, есть, 5, то же самое. Данное упражнение мы выполняем 20, 30, возможно 50 раз. Если сложно сделать одним подходом, разбивайте по 15-20 раз 3 подхода. И упражнение номер 5. Я сажусь вот в такую вот позицию, ноги в бабочку, руками, локтями придерживаю свои колени, мягенько упираясь в колени, я пытаюсь их свести. Свел вниз, развел руками, растянул, почувствовал растяжение. Обратно, в пол силы удерживаю, свел, расслабил, растянул. Раз, обязательно дыхание, выдох. 2, выдох, удерживаю, выдох. Также 15-20 повторений, можно 3 подхода, либо одним заходом 30-50 раз. Данный комплекс вы можете выполнять каждый день, а еще лучше утром после сна, ну и вечером перед сном. А кому хотелось бы со мной проконсультироваться очно, приходите к нам в Центр Здоровый.ру, ссылку нашу я также оставлю внизу. Также можно проконсультироваться и онлайн, если вы не с Киева, не с Украины. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной. Всем хорошего вечера, ну а я поехал к жене.